Добрый день, дорогие подписчики и гости нашего канала. Владислава Белкина, наша подписчица. Расскажите немного о спирулине, пожалуйста. Вот видите, мы находимся на дне морском, на самом около резиденции Золотой Рыбки. Шучу. Еще в 1974 году на Международной конференции по питанию Организации Объединенных Наций водоросль спирулину назвали пищей будущего. И это было не зря. По питательной ценности спирулина превосходит перепелиные яйца, телятину, икру осетровых и лососевых рыб. При всем спирулина легко переваривается, потому что не имеет клеточной плотной оболочки. В состав этой микроводоросли входит большое количество витаминов, белка, аминокислот, минералов, незаменимые жирные кислоты и ферменты. Среди них есть редко встречающиеся природные вещества. Она пополняет запасы организма микроэлементами и полезно воздействует на многие функции, органы и системы. Один из ярких ее свойств – это способность вывода из организма токсинов. Например, научные исследования в Индии, а я напомню, что Индия – страна с высоким содержанием мышьяка в системе водоснабжения. Так вот, эти исследования показали, что спирулина может выводить из организма даже мышьяк. 70% массы этой качественный и легко перерабатываемый белок с полным списком незаменимых аминокислот. Присутствует также здесь бета-каротин, хлорофилл, витамины и натуральные микроэлементы в очень легкодоступной и легко усваиваемой форме. Растительные белки играют важную роль для производства клеток, восстановления тканей, особенно для усиления и поддержки иммунной системы. Они производят антитела, которые сражаются с вирусами и бактериями. Соотношение 8 незаменимых аминокислот в белках спирулины обеспечивает высокую биоценность, и это важно для усиления иммунной системы и повышения выработки антител. Кроме белка тут много других веществ, например, у нее очень редко находящаяся в составе других растений гамма-линолевая кислота. Она действует на иммунную систему в плане регулировки и ее укрепления. Надо сказать, что кислота еще содержится только в женском молоке. Пигмент фикоцианин в белке спирулины также самый сильный природный стимулятор иммунитета. Он стимулирует основные части иммунной системы, стволовые клетки костного мозга, клетки макрофаги и клеточки-киллеры и селезенку. Еще лечебный пигмент хлорофилл. Смотрите наше видео по этому поводу в легко делимой форме. Он ремонтирует клетки печени и препятствует развитию опухолей. Бета-каротин – это папа витамина А, повышает количество макрофагов и активность. В организме бета-каротин становится витамином А, который регулирует замену тканей, репродуктивную и зрительную функцию организма. И он обладает антиоксидантными и противоопухолевыми свойствами. В спирулине есть микроэлементы и витамины, например, витамин Е, который требуется организму для производства клеток, также иммунной системы, которым необходимо быстро-быстро размножиться при атаке на организм источника какого-то возможного заболевания. При этом концентрация витамина Е в спирулине в 3 раза выше, чем в зародышах пшеницы, а биологическая активность его на 50% выше, чем у фабричного химического. Витамины сообщества В, которые нужны для поддержки активности слизистых оболочек, создания РНК, белка и клеток иммунной системы в костном мозге. В составе спирулины есть микроэлементы, селен и цинк, очень важные для иммунитета. Недостаток селена ведет к уменьшению числа антител, а нехватка цинка ведет к понижению устойчивости организма к инфекциям и снижению концентрации иммуноглобулинов, то есть белков иммунитета крови. Благотворное свойство этой водоросли – положительное действие на рост лактобацилл в желудочно-кишечном тракте, что нормализует пищеварение,
стимулирует иммунную систему, защищает от инфекций и улучшает обмен веществ. Возрастающая нехватка полезных веществ в нашем рационе ведет к разным нарушениям здоровья, а применение спирулины 1-4 грамма в день снижает риск некоторых заболеваний. Вот что касается коротенько спирулины. Естественно, о названиях препаратов, как всегда, я промолчу. На сегодня все. Берегите себя и своих близких. Все будет хорошо. Вот увидите.